Они лежали там в тубусе. Вся моя память, вся моя жизнь. Не могу. Левушка, ангел мой. Да? Мятной воды. Голова совершенно разболелась от всего этого. Даша, стакан мятной воды. Сейчас. Как бы ни было тяжко, я никогда в жизни ни одной из них не продала. А тут вся коллекция. Вся коллекция. Спасибо, ангел. Ваши бесценные афиши украл молодой человек 23-25 лет. Редко моет волосы и пьет много пива. Паша? Паша внук Анастасии Санны. А что, обычное дело. Шустрый внучок обокрал любимую бабушку. Сожалею. Надеюсь, он не украл у вас деньги, и вы сможете со мной рассчитаться. Что это вы себе позволяете, молодой человек? Пашенька, ангел. Я его сама воспитала. Он не может взять ничего чужого. И тем не менее. Попрошу вас немедленно покинуть мой дом. А деньги? Платить за откровенную ложь не буду. Не удивляюсь, что ваш внучок обкрадывает других людей. Чувствуется бабушкино воспитание. Вон из моего дома! Первый раз в жизни не взял гонорар вперед. Чувствую себя совершенно разбитой. Левушка, прости. Нет никаких сил ехать в театр. Нас, журналистов научных изданий, за границу не пускали. Считалось, что все открытия делают только советские ученые. А тут Таллин. Понимаю. Я хорошо помню этого профессора. Искусственное оплодотворение. В те годы это звучало как фантастика. Я даже статью назвал «Люди будущего». Звучит? Звучит. Как звали профессора, вы помните? Имя какое-то немецкое. То ли Герман, то ли Генрих. Не помню. А фамилия? Этот профессор сбежал за границу. Статью мою, конечно, с номера сняли. Потом пришли люди в черном. Ну, меня понимаете. Изъяли все мои материалы по этой поездке в Таллин. Но у вас ведь должно что-то остаться. Настоящий фотограф. Всегда. Всегда делает пробную печать. Вы мою просьбу не забыли? Нет, не забыл, хотя она меня несколько удивила. Внучка не смотрит. Я не хочу оборачиваться. Нет. О, Боже. Ну а зачем вы прячетесь? Это же не водка. Да у меня немного повышен сахар. А дочка врач. Эндокринолог, представляете? Дедушка! Вы чего ему сладкое дали?
Дашенька, да не надо было. Ешь пока теплая. Я все равно готовлю больше, чем они съедают. Дашенька, ангел мой. Пашенька должен хорошо питаться. Тетя Валь, ты опять курила? Тебе ж нельзя. Ложись спать. Уже поздно. Тебе рано вставать. И эта маленькая внучка незаметно позвонила своей мамаше. А мамаша прибежала быстрее, чем старик доел свой второй эклер. Так что ты узнал? Узнал я немного. Профессора Элс зовут то ли Герман, то ли Генрих. И 40 лет назад он выглядел вот так. Пообещай мне, что ты больше никогда, слышишь, никогда не возьмешь чужую вещь без спроса. Бабушка, ну давай я принесу тебе мятной воды. Да. Здравствуйте, ангел мой. Приношу вам свои извинения. Вы были правы. Это Паша взял афиши. Но он их вовсе не крал. Взял, чтобы отсканировать к моему юбилею. Спасибо, Паша. Я вела себя совершенно ужасно. Вы простите меня. Приезжайте немедленно. Я дам ваш гонорар. Паша, ты куда? Я смогу к вам приехать только завтра. Я буду ждать вас с нетерпением, ангел мой. До свидания. До свидания. Опять наша баллонка опаздывает. О! Я всю ночь был в допинге. Спортбар. Называется так. И кто может это подтвердить? Ну, кто угодно. Друзья мои все. Даша, принеси молока. Бабушкин ангел. А мы с вами знакомы? Заочно. Все-таки надо было заехать вчера вечером. В ванную комнату, кроме покойной, заходили четверо. Любящий внук Паша, домработница Даша, воздыхатель покойный некто Левушка и еще один мужчина 45-50 лет в спецодежде и в диэлектрических перчатках. Электрик? Скорее всего, но спецодежда и перчатки
были абсолютно новые. Почему выломана стена? Там был тайник, где хранилось золото. Тайник был скрыт кем-то из этих 4. Точнее сказать не могу. На стенах Аспергиллус нигер. Кто? Черная плесень. Это ж молоко. Ванна из молока. Живут же люди. Даша, подойдите, пожалуйста, сюда. Да. В последние дни к вам приходил сантехник или электрик? Позавчера в половине квартиры пропал свет, и Анастасия Александровна вызвала электрика. В дом управления сказали, что он придет только в четверг, а он пришел вчера. Опишите его. Ну, высокий. Потом он взял какое-то устройство и начал прозванивать стены в ванной, говорил, что ищет обрыв провода. Провода в щитке были перерезаны кусачками, потом заново соединены и заизолированы. Кусачки новые с запахом заводской смазки. Новые кусачки, новая спецодежда. Нужно найти этого лжеэлектрика. А здесь я поставлю один диван и все. Ну, чтобы у малыша было больше пространства. Понимаешь? Он будет играть, что-то строить из кубиков. А я буду лежать на диване и наблюдать за ним. Здорово, правда? Да. Ты такая счастливая, Юль. Тебе это очень идет. Если честно, я даже немного завидую. Ну, так, по-доброму. Мне бы тоже очень хотелось ребенка. Хотелось бы обычной нормальной семьи. Мужа, с которым можно проводить вечера. Такая тихая, спокойная жизнь. Ну, у тебя же есть этот твой. Ну, разве с ним возможна тихая и спокойная жизнь? Это не ешь, то не пей, здесь аллергены, там пестициды. Да уж. Я тебя понимаю. У Анастасии Александровны разболелась голова, и она отказалась ехать в театр. Я побыл с ней немного и ушел. Вы заходили в ванну? Да, помыть руки. В каких отношениях вы состояли с Ильинской? Видите ли, я давний большой поклонник оперы и лично Анастасии Александровны. И представьте мое удивление, когда где-то месяц назад на Евгении Онегине я вдруг увидел ее возле гардероба. Она собиралась уходить. Ей не понравилось исполнение арии Ленского. Мне, кстати, тоже. Вот так и вспыхнул наш роман. Платонический. Кто может подтвердить ваше алиби? Только Унция. Моя больная кошка, которую я вечером отвозил в ветлечебницу. Ну и дежурный ветеринар, конечно. У меня к вам будет просьба. Да-да. Не покидайте, пожалуйста, город до окончания расследования. Спасибо. До свидания. Брови более густые. Да, вот так. Вроде повыше чуть-чуть. Заключение по Ильинской готово? Да. Поставь ты меня на место.
Простите. Извините, это новые туфли. Да, конечно, туфли. Заключение. Да. Вот. Смерть наступила от асфиксии вследствие утопления. В легких я обнаружила жидкость, представляющую собой смесь воды и молока. Омолаживающая ванна? Да, так называемая ванна Клеопатры. На шее покойной я обнаружила дугообразные кровоподтеки, которые образовались от давления пальцами на шею. Ильинскую задушили. И думаю, будет лучше, если мы оба забудем об этом недоразумении. Я уже забыл. Практически. Черт! Но вот только теперь они будут стоить гораздо дороже. С чего это вдруг? Ну, ты же понимаешь. После смерти знаменитостей все их вещи резко возрастают в цене. Ты абсолютно прав, дружище. Только есть одна проблемка. Твоя бабушка не Монсеррат Кабалье. Через месяц я эти афиши вообще никому не продам. И беру их только потому, что обещал лично тебе. Но за полцены. За полцены? Это грабеж. Это рынок, дружище. На обрывке ткани, которую я обнаружил в тайнике, присутствовали следы сплава золота и меди 900-й пробы. Из этого сплава чеканились царские червонцы. Точнее, золотые 5-рублевые монеты 1907 года выпуска. Несмотря на то, что внутренняя поверхность тайника была повреждена пинцетом, мне все же удалось сделать слепок и изучить его. В 1907 году в Красном селе под Петербургом была заложена церковь Святой Ольги. В ее основании замуровали 100 5-рублевых монет. После революции церковь была разрушена и разграблена большевиками. Но эти 5-рублевки изредка появляются на аукционах в единичных экземплярах. Последняя такая была продана за 300 тысяч евро. Да ладно. Известно, сколько монет было в тайнике? Нет. Их было несколько. Одна монета не оставила бы отиск такой глубины. Поверить не могу. Что? Ты не смог отличить царскую 5-рублевку от червонца. К твоему сведению, червонцами раньше называли как 10, так и 5-рублевые монеты. И вообще, раз у нас появилась гениальная мисс Нумизмат, то теперь по всем вопросам обращайся к ней. Вообще-то ее зовут Ирина. Только что говорил с продавцом. Он хочет за афиши в 3 раза больше. После смерти знаменитостей их вещи возрастают в цене. Угу. Хорошо. Тогда я их забираю. Ну что, тебе здесь нравится? Ничего. Симпатично. И кого вы сейчас ловите? Маньяка, грабителя, вора? Кого? Убийцу оперной певицы. Ему не понравился ее голос? Нет, ему понравились ее драгоценности. Королевские креветки с манговой сальсой, васаби и маринованным арбузом для вас. И суп из морских водорослей для вас. Спасибо. Приятного аппетита. Молодой человек. Да? Заберите это, потом дважды вымойте руки с мылом и принесите новый заказ. Не понял. Да что тут непонятного? Неужели вас не научили мыть руки после... Унесите это и пригласите администратора. 1 минуту. Так, романтический ужин не получился. Таня, подожди. Он не помыл руки после туалета. Ты могла заболеть чем угодно. Я просто пытался тебя защитить. Да, ты прав. И как врач я даже с тобой соглашусь. Нельзя есть пищу, принесенную грязными руками. Но я не хочу знать все обо всех, понимаешь? Тем более в наш с тобой
якобы романтический вечер. Прости. Добрый вечер. Я администратор ресторана. Вы хотели со мной поговорить? Ну вот и позавтракали. Неужели гениальная мисс Нумизмат не может помочь тебе в расследовании, и тебе снова приходится обращаться к помощи человека, который не может отличить 10-рублевые монеты от 5-рублевых? Что случилось? Ладно, проехали, давай к делу. 9 лет назад музей Парижского монетного двора решил провести выставку «Золото империи». Организаторы обратились в наш национальный музей. В музее подняли все каталоги, оказалось, что в запасниках музея хранились 18 царских 5-рублевок. Тех самых. Что значит хранились? Монеты были списаны как потерявшие художественную историческую ценность. Поднялся скандал, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые. Некий Криворучка, Ю.А., эксперт Национального музея, а также доктор искусствоведческих наук и главный хранитель Национального музея Булыгин И.В. Никого не напоминает? Электрик? Криворучка дала заключение о потере экспонатами художественной ценности, а Булыгин их списывал. Во время обыска на квартире Криворучка была обнаружена лишь небольшая часть украденных музейных ценностей. Остальные экспонаты, включая монеты, не были обнаружены. Это же квартира Ильинской. Конфискованную квартиру Криворучка мэрия подарила оперной диве Ильинской за заслуги в области искусства. Значит, Булыгин знал про клад в квартире и пришел к Ильинской под видом электрика? Наш лжеэлектрик 10 дней назад был освобожден по УДО. По месту регистрации так и не явился. Но и это еще не все. Еще одним свидетелем по этому делу проходил большой любитель оперного искусства Йоффе Лев Маркович. Ангел Левушка. Его подозревали в перепродаже краденных ценностей. Но вина Йоффе не была доказана, к тому же он активно сотрудничал со следствием. Закопать решил, падла. А ну, отдал сюда быстро. Что ты делаешь? С ума сошел? Где монеты? Какие монеты? Ты мне девочку из себя не строй. Я знаю, что монеты у тебя. Где ты их спрятал? Говори, падла. У меня ничего нет, правда. Я ни при чем. Я же видел, как ты бабку окучивал. Целыми днями вокруг нее ошивался. Про монеты знали трое. Я, Кривой и ты. Кривой мертв. У меня монет нет. Так что они
У тебя, Лёва. Ух ты, какую харю на свободе отъел, пока я баландой давился. Где ты их спрятал, Лёвушка? Да у меня, правда, ничего нет. Думаешь, я шучу? Нет, нет, нет. Я же видел, как ты в ту ночь выходил от бабки. Когда я зашел в квартиру, бабка уже была мертва, тайник пуст. Ты спалился, Лёва. За 2 дня продашь все монеты и отдашь деньги мне. И не вздумай меня кинуть. Я знаю, сколько они стоят. Будешь глупить — закопаю. Рядом с кошечкой. Ты меня понял, а? Кошка сдохла, хвост облез. Кто промолвит, тот... Ты знаешь, как меня найти? Даш, что это за хрень? Где? Ну вот, срань какая-то на стекле. Будешь так убираться, выгоню. Я тебе не бабушка. Проходите открыто. Здравствуйте. Присаживайтесь. Лев Маркович, а ведь в нашу прошлую встречу вы рассказали мне далеко не все. Не понимаю. Квартира Ильинской вам хорошо знакома, не так ли? 9 лет назад она принадлежала Криворучко. Послушайте, я уже все рассказал тогда следствию. Ко мне не было вопросов, а тем более, боже упаси, обвинений. Я абсолютно чист перед законом и не имею к этому делу никакого отношения. То есть вы хотите сказать, что ваше знакомство с Анастасией Александровной – это чистая случайность? Да. Представьте, в жизни так бывает. А где вы были в ночь смерти Ильинской? Ну, я же говорил. В ветеринарной лечебнице. У меня тяжело заболела кошка и была необходима медицинская помощь. По данным экспертизы, смерть Ильинской наступила между 21 и 23 часами. А по показаниям персонала ветеринарной клиники, вы покинули ее в 21:30. Где вы были после этого? Дома. И это никто не может подтвердить? Да, никто. Я одинокий человек, потерявший одновременно и любимую женщину, и любимую кошку. А что это у вас на шее? Где? Вот здесь. А, это унция. Моя бедная кошечка перед смертью сильно агонизировала и поцарапала меня. Если вдруг какой-нибудь котик захочет вас еще раз поцарапать, сразу звоните мне, пока не зацарапал до смерти. Ангел Левушка сегодня утром встречался с Булыгиным. И встреча прошла явно не в дружеской обстановке. Максим, установи наблюдение за Львом Марковичем Йоффе. Пусть сам выведет нас и к Булыгину, и к монетам. Здравствуйте. Здравствуй, Даша.
чули. А это гостиная. Так что ты можешь ко мне приходить иногда в гости. Я очень рад за тебя. С новосельем. Да, кстати, я уже внесла залог. Поздравляю. Обживайся. Удачи на новом месте. Подожди. Что? Может быть, ты не расслышал? Я уже внесла залог. И? Ну как, мне нужна остальная сумма. А при чем здесь я? Продай старый дом, купи новый. Ты же знаешь, что дома так быстро не продаются, а этот я хочу сейчас. Это не мои проблемы. Ты прекрасно знаешь, что я больше не могу жить со своей мамашей. Хорошо. Поживи пока в старом доме. Я больше никогда в жизни не переступлю порог того дома. Понимаю. Но тем не менее. Ты что, вот так вот бросишь на произвол судьбы женщину, ждущую ребенка? Заметь, не моего ребенка. Ах, такая потеря, Пашенька, такая потеря для нас обоих. Чаю хочешь? Правда, у меня заварки маловато. Да, спасибо. Ну, а теперь рассказывай, что привело тебя ко мне? Да вот, мне тут вещицу нужно одну продать. Ну, так сказать, неофициально. Откуда она у тебя, Пашенька? Нашел. У бабушки. Остальные монеты тоже у тебя? Нет. Только это. Так. Да. Это очень дорогая монета, Пашенька. Ее стоимость может достигать 250 тысяч евро. А если коллекция полная, то еще 50 к каждой. Ну, у меня только одна. Брать будете? Четыре и 3 грамма. 900 пробы. Так. Итого $184, Пашенька. Ну, как для тебя 190. Тысяч? Долларов, Паша. Долларов. Я могу купить у тебя эту монету только как лом и тотчас переплавить. Лев Маркович, какой лом? Вы что, совсем шутите? А 200 тысяч? 200 тысяч за легальную монету, Паша. Легальную. А на этой смерть твоей бабушки. Да вы меня что, за дебила держите? Ну что ж, будем считать, что этого разговора не было. Ты мне ничего не показывал. Это в твоих же интересах. Да, и еще, береги себя, Паша, и не делай глупостей.
Ты что здесь делаешь так поздно? Паша, вы меня напугали. Моя тетя попала в больницу. Лечение стоит дорого. Мне срочно нужны деньги. Вы помогли мне заплатить за 2 месяца вперед? Я отработаю. Нету у меня денег. Нету. Понимаешь? Самому нужны. Сколько раз я тебе говорил, не ставь пиво в дверцу. Убирай теперь! Господи, ну что за день сегодня? Это Паша, внук Ильинской. Монеты у него, он только что приносил одну мне на оценку. Лёва, ты меня за лоха держишь? Послушай, когда я пришел в квартиру Ильинской, она уже была мертва. А тайник пуст. Это Паша. Твои монеты у него. Забирай их, и мы с тобой в расчете. А чё это вдруг ты стал такой щедренький? Не хочу лежать рядом с кошечкой. Даша? Какого хрена? А вы кто? Дашей меня еще никто не называл. Последний раз спрашиваю по-хорошему. Где монеты? Правда, у меня одна монета, больше нету. Чего? Значит, не хочешь по-хорошему. Черт, жучок перегорел. Стоять! Лицом к стене! Руки! Господин Булыгин, вы подозреваетесь в убийстве гражданки Ильинской, а также в покушении на убийство ее внука Павла Ильинского. Это он бабку порешил. И монеты забрал.
А потом Леве их показывал. Это неправда. У меня только одна монета. И бабушку убил не я. Я всю ночь провел в допинге. Вернулся домой под утро. Зашел в ванную, а там бабушка. Я подскользнулся, упал. Там была монета. Я понял, что буду главным подозреваемым, поэтому сразу вернулся в бар. Монету с собой прихватил? Ну да, золото ведь. Где она сейчас? Там, в шкатулке, в синем платке. Я думал, пятирублевки выглядят иначе. Я знаю, кто положил сюда эту пуговицу. Что вы здесь делаете? Здравствуйте, Даша. Даша Криворучка. Моя фамилия Латынина. Я все знаю. Вы Даша, дочь моего покойного друга Юры Криворучка. Не фыркайте, Даша. Это как минимум неприлично. Ваш покойный отец… Он мне не отец. Я потеряла все из-за этого урода. Юра очень сожалел о случившемся. Очень. Но это все в прошлом. А нужно думать о будущем. Вы молодая девушка. У вас вся жизнь впереди. К чему вы клоните? Я проведывал Юру в тюремной больнице. Перед смертью он бредил, не узнавал даже меня. Из его бреда я понял, что он спрятал монеты в квартире и рассказал вам, Даша. Я смотрел журнал посещений. Вы были в больнице за день до меня. Монеты у вас. Это вы утопили Ильинскую и вскрыли тайник. У вас нет доказательств. Ну, пройдет совсем немного времени, и следствие узнает, что вы дочь Юры Криворучка. Я могу забрать у вас все монеты, Даша, но из уважения к вашему папе предлагаю сделку 50 на 50. Не нужно фыркать, деточка. Без меня вы не сможете продать монеты. Как только вы попытаетесь это сделать, вас арестуют. Впрочем, вас арестуют и раньше. И что вы предлагаете? Вот по этим документам мы сможем пересечь границу как муж и жена. Кто? Ой, я не принуждаю вас к исполнению супружеских обязанностей. Так легче пересечь кордон. Там мы продадим монеты, и этих денег, Даша, хватит и мне, и вам, и вашим детям, и даже внукам. Вы все спланировали заранее. Как только увидел вас в квартире Ильинской. К сожалению, Юра не сказал точно, где он устроил тайник. Я решил подождать, пока вы сами не выведете на него. Кстати, Даша, а почему вы так долго не вскрывали тайник? Мне надо было войти в доверие к Ильинской. Спешить было некуда, пока не появился электрик Булыгин. Но зачем было убивать Ильинскую? Если бы в тот вечер вы пошли с ней в театр, она осталась бы жива. 70 на 30. Нет, ну это грабеж. До свидания. Вы зря приходили. Хорошо. 60 на 40. И только из уважения к вашему папе. Только монеты везу я. Тогда паспорта пока побудут у меня. Показывайте монеты, Дашенька.
Он прошел через арку, а дальше след теряется. Дождь. Товарищ полковник, я все время следил за входом. Он не выходил. Следил. В перерывах между поеданием хот-догов. Завтра начнете пересдачу по физподготовке. Товарищ полковник, за что? Максим, объявляй в розыск Льва Марковича Йоффа. 2 задержали, 3 сбежал, осталась Даша. Боже, какая вонь. Как здесь вообще люди работают? Когда хочется есть, или на такую работу согласишься? Сюда. Мы пришли. А где же монеты? Что происходит? Ничего себе. Дашенька, Дашенька, что за глупые шутки? У меня было прекрасное детство. Любящий папа и мама, интеллигентная семья. Подружки, квартира в центре города. Музыкальная школа, секция фигурного катания. И все это в 11 лет рухнуло все. Твою мать, какая вонь. Мама не вынесла позора и покончила с собой. И я оказалась тут. Так что это мои монеты. Все, я потерял след. Извини, я больше не могу. Может, пойдем в ту сторону? Пойдем. Подпиши. Со свойственной мне нерешительностью и мягкотелостью я отказался бежать за смелым и отважным полковником Лебедевым. Что это за бред? Ну почему бред? Основано на реальных событиях.
Подписывай. Товарищ полковник, я нашел его. Кого? Вашего профессора. Генрих Локмус только что прилетел рейсом 215G из Парижа в Токио. И прямо сейчас проходит паспортный контроль. Так вот, какой ты профессор Л.